Привет всем любителям рыбалки. На дворе 13 апреля 2023 года, 10 час. Остается 2 дня до наступления нерестового запрета на рыбалку. И я решил со спиннингом прогуляться по речке. Вот кто-то уже тут сидел с корыгами, похоже. Ну, с косынками. Может, немножко с удочками. Так, вот отсюда я начну свой поход вдоль этой маленькой речки до места впадения ее в большую речку. Вот такой у меня тут, как некоторые скажут, хейтеры. Дедовский спиннинг. Вот с такой вот проверенной блесной, на которой я уже на этой речке один раз вытащил щуку неплохую. Все, пока отключаюсь. Вот такой блесной я пользуюсь, ребзя. Ну, это, наверное, скорее всего, осенняя блесна. На лето надо было какую-нибудь белую. И вот такое тут место. Явно кто-то сидел тут, ребзя. То ли с крыгой, то ли с фидером. Ладно, пойдем дальше. До устья еще далеко. Так, мы продолжаем двигаться вдоль реки. Вот такие тут вековые деревья. Птицы поют. Красота. Видели, ребзя? Сидит рыбак с удочкой. Наверное, с фидером. Уже кто-то ловит. Не один я пытаюсь. Но кто-то тут намусорил. Тоже сидел, рыбачил недавно. Смотри, как все засрал. Вот гаденыш. Вот гаденыш. Но здесь никто не рыбачил, просто кто-то маевку делал. Шашлыки, пикники, мальчики, девочки и так далее. Выписка. Вот такие вот места. Ну, я думаю, постоянные зрители моего канала отлично помнят эту дорогу. У меня куча видосиков снято, как я здесь ездил на металлокоп в северном направлении. Полистайте плейлист металлокоп. Рыбачил я тут мало. Так, вот здесь вот я покидаю, пожалуй. Да, я смотрю, люди вовсю тут рыбачат. Мест себе понаобустраивали. Мусор раскидали. Окурков набросали. Свиноты. Вон сколько мусора, смотри. Так. Вот труба переливная. Смотри, сколько металлолома-то бесполезного в земле торчит. Да, вот эту трубу выкопать и сдать было бы нехило.
А вот это, по-моему, так называемый старый мост. А вон там еще одно озеро затопленное. Вот его по весне затапливает. Потом оно пересыпает. А тут уже браконьеры сидели. Вон сеть. Место тут такое обустроенное. Перчатки. Да. Как минимум с крыгами сидели. Так, сделал пару-тройку забросов здесь. Тоже ни одной поклевки. Идем дальше. Идем дальше, Ребзя. И вот такие тут живописные места. Это вот Рыжиковый лесок, где я рыжики собирал 2 года назад с дядей Володей. Видео есть на моем канале. Набрали килограмм по 5 каждый рыжиков, может даже больше. Но больше половины оказались червивыми. Так, а это мы идем с вами на место моего постоянного металлокопа в течение последних 4 лет. Я, кстати, там ломик припрятал. Вот я не могу вспомнить, я его потом перепрятал поближе к дому или там оставил. Сейчас проверим. Если его там нет, значит я его в другом месте он перепрятал. Где-то вон вдоль того лэпа в лесочке прикопал, чтобы потом забрать. И не забрал. Не забрал, потому что дома у меня его нет, Ребзя. Значит, он где-то лежит то ли здесь, в лесу, то ли там, возле оврага в лесу, по другой дороге вдоль лэп. Ладно, пока выключаюсь. Так, а вот мы с вами пришли на мою металлокопную базу. Тут еще всякого мелкого металла полно, но его неудобно таскать на велосипеде или как. Нужен какой-то пикапчик, чтобы этот мусор на него закидывать. Вот тут я накопал не 100 килограмм металла, может даже и тонну. Так, а вот тут я припрятал лом. В прошлом году. Интересно, он еще тут? Нет. Ребзи, да, лом здесь. Вот он лом. Видите, я его прикопал и прикрыл. Закопаем. Все, вот так вот. Пусть лежит. Будет необходимость, я его заберу. Попозже, ребята, попозже. Вот это вот старая погранзастава или кордон, или хутор однодворка. Тут я тоже много металла накопал. Тут несколько разрушенных фундаментов. Сад, огород. Вот, здесь я тоже копал. А вот это, Ребзя, северный пляж. Ну, сейчас вода его затопила. Так, я смотрел, что вот тут блесну не побросаешь. Не побросаешь. Я попробую, конечно. Но вряд ли что получится. Вот здесь вот река Дема, по-нашему, по-местному, по-башкирски Дим, впадает в реку Белая, она же Агидель. Вон там вышка телецентра. Памятник Салавату Юлаеву.
Башкирский государственный университет, в котором я учился 2 раза на 2 факультетах в 2 разных десятилетия. В итоге сейчас сижу на старости лет без работы. Хотя дипломами вся тумбочка забита. Это к вопросу для молодежи. Нужно ли вам высшее образование для успеха в жизни? Я вам скажу так. Совсем не обязательно. Но желательно.